Друзья, всем большой привет! Продолжая наш с вами диалог о танках, которые можно купить за боны. Многие из вас просили сделать видео по ИС-5, поэтому сегодня поговорим именно о нем. Присаживайтесь поудобнее и мы начинаем. ИС-5 это тяжелый танк ветки СССР 8 уровня, как обычно. Танк классической компоновки, сверх каких-то крутых особенностей у него нет. Это просто, скажем так, если простым языком, неплохо сбалансированная машина, особенно после апа. И давайте будем разбираться, кому он в принципе нужен. Первым делом поговорим об его орудии. Здесь такая пушка, как на ИС-3 с механизмом заряжания. Видим, что она не обладает каким-то там сверхточными показателями конечной точности, да, и урона. У нас пробитие базовым подкалибером 221, голдовым кумулем 270. Сведение 3,2 секунды и разброс на 100 метров 0,46. О чем это говорит, друзья? Это говорит о том, что танк максимально для ближнего боя, то есть вдаль стрелять на нем никакого смысла абсолютно не будет, но в целом для ближнего боя у вас есть очень даже неплохое бронирование. По сборке этой машины я отметил для себя в принципе две рабочие сборки. Первая у нас это будет сборка идти через закалку. Обязательно стабилизатор, потому что машина вообще не обладает стабилизацией, и досылатель. И вторая сборка у нас идет для настрела уже, это идет вентилятор, стабилизатор, соответственно, и досылатель. Видим, что в таких сборках машина будет иметь довольно неплохую перезарядку, то есть 10-87 секунд. Это очень неплохо для тяжелого танка. Углы склонения у нас минус 7 градусов, это тоже неплохо, иногда можно пострелять будет от башни. Но конечная точность и сведение, конечно, у нас для ближнего боя, как я уже сказал. В остальном танк довольно неплохо ездит. Видим, у нас мощность двигателя 700. Максимальная скорость в стоке 42 км в час. То есть, в принципе, машина довольно подвижная, учитывая, что это тяжелый танк. По обзору, как всегда, машина слепая. К сожалению, ну, в целом, для тяжей ближнего боя нам-то обзора не нужен, верно? По перкам экипажа, друзья, у нас боевое братство, ремонт. Можно добавить также будет дальше радиоперехват, для того, чтобы хоть как-то увеличить базовый показатель обзора. Ну, с радиоперехватом будет 380. Ни много ни мало, но на этой машине вряд ли вы будете когда-либо что-либо светить, да. Поэтому давайте с вами сейчас посмотрим Collision модель, а дальше уже обсудим машину в бою. Поехали в Collision. Collision модель этого танка, друзья, выглядит таким образом. Видим, что у нас очень неплохой ВЛД. Форма корпуса у нас щучий нос, то есть нам нужно на этой машине забывать о том, чтобы выезжать под наклоном, то есть выезжаем всегда только лбом. ВЛД у нас 120 мм, но там очень неплохая приведенка, то есть 240, 256. Скорее всего, восьмерки и танки уровнем ниже ВЛД вас пробивать не будут. Но есть, конечно, неприятная уязвимая зона в центре, то есть это зона мехвода, куда он будет выбиваться однозначно, там всего лишь 180 мм. НЛД довольно рыхлый, 120 мм, приведенки там 207, то есть в НЛД вас будут пробивать чаще всего вообще в этой игре. Также есть огромные лючки, небольшие, 120 мм и 66. Поэтому есть, кстати, друзья, очень хороший борт, противокумулятивный экран. От борта играть можно, но осторожно, потому что сразу будете открывать свою щучью щеку, в которую будут под таким углом закидывать без проблем. Поэтому запоминаем, когда деремся один на один, выезжаем строго лбом, ничего не доворачиваем, потому что тогда ваша броня приведенная будет терять свои значения. В остальном танк рыхлым я назвать не могу. Башня очень хорошая, то есть летая, как обычно, башня не пробивается, за исключением уязвимых лючков. По углам склонения, повторим, минус 7 у него здесь не показано на Collision. Это танк еще, я так понял, на вот инспекторе его еще не перевели на новые значения, которые были добавлены ему после апа. Пушка у него склоняется сейчас минус 7, поднимается плюс 19. Поэтому иногда, как на объекте 140, можно будет поиграть от башни, если хорошо знаете рельеф. Поэтому давайте с вами, друзья, перейдем в бой и обсудим его уже в бою. Поехали в бой. Бой, друзья, у нас на карте Рыбацкая бухта. Видим, что сегодняшний герой с ником Капитан Зашквар попал в бой с 7 уровнями. Он также играет во взводе с самого АСМ.
Я выбрал бой такой настрельный по урону, самый топовый, чтобы мы посмотрели, на что эта машина способна, да. А пока он будет ехать в позиции, я хотел бы с вами поговорить о развитии канала, друзья. У нас уже почти 800 человек, и отдельное спасибо каждому из вас, кто смотрит, кто подписывается. Я планирую добавить также стримы на Twitch, стримы по другим играм. Если вам это интересно, друзья, я оставлю ссылку на Twitch канал в описании. Одними танками ограничиваться я не планирую, потому что реально база игровая огромная. Я понимаю, многие из вас смотрят видео по танкам, они никуда не денутся, потому что это, скажем, мое основное направление, которое мне очень нравится. Но разнообразие оно ведь надо, мы это все понимаем, поэтому если вам интересны стримы других игр, можете смело подписываться на Twitch, я буду стараться стримить с повышенной регулярностью, плюс я хочу добавить стримы по танкам. Нужно, скажем так, продумать, как это все будет выглядеть в итоге, потому что я понимаю, что не получится прям стримить каждый день без перерыва все подряд, поэтому будем как-то разбираться. Поэтому если вы на канале впервые, друзья, подписывайтесь, у нас здесь классно, весело, и здесь каждый может говорить то, что думает на самом деле. Видим, что он приехал в город, занял квадрат F по 8 линии, дает первый шот по FV-201. У него базовое пробитие 221, плохо, что под калибр, конечно, мне на ИС-3 с механизмом под калибр вообще не нравится, но в целом пушка довольно-таки пробивная, особенно в таких боях. С десятками сразу, друзья, могу сказать, танк будет чувствовать себя не очень, потому что, ну, любая восьмерка, кто бы вам что там ни говорил. Мне, кстати, друзья, многие пишут то, что почему ты выбираешь такие бои низкоуровневые. Ну, просто потому что, поймите, с десятками любая восьмерка, как я уже сказал, она не будет так тащить, как тащит с одноуровневым боем и танками уровнем ниже. Поэтому это нужно понимать. В топе мы можем на этом танке играть, он прощает ошибки, у него, судя по всему, то, что я вижу, у игрока закалка. Не было нам видно оборудование, какое у него стоит. Ну, я так полагаю, у него стоит досылатель, закалка и стабилизатор. Судя по обзору. Скорее всего. Это баг какой-то реплеев, то есть иногда бывает такое, что не показано оборудование. Будем надеяться, что Wargaming рано или поздно исправит эти все баги, и мы сможем крутить камеру в реплеях так, как нам удобно. Поджимается он к противникам. Вкатил он в Эмиля, дал первый шот. Видим, что у нас прошло буквально 2 минуты с половиной боя. У него уже 1300 урона есть. 870 заблокировано. Выкатили они нагло здесь на противников. Как видим, броня машины очень много ошибок прощать вам поможет, особенно если вы новый игрок. Дает отличный шот по КВ-122. В спину ему забрасывает Йох. Неприятный выстрел. Разминает КВшку. У 122-го здесь нет шансов абсолютно. Ему не хватит бронепробития базовыми снарядами. Дважды его за 2 выстрела поджигает. Жесть. Едет на Йоха. Видим, что у него 1500 уже заблокированного урона есть. То есть, судя по тому, что я вижу на этой машине по броне, он довольно неплохо защищен, неплохо, скажем, вообще скомпонован. То, что ВЛД действительно здесь приятный. Чего я не могу сказать о ИС-3 с механизмом заряжания, там реально с этим большая беда. ВЛД и ИСа пробивают почти все и без каких проблем. Кстати, кто не заметил, моя любимая фраза — это без каких-либо проблем. Слава богу, друзья, вы меня исправляете с этим всем, спасибо вам за это. Прокатывает дальше. Здесь однозначная победа, они просто заехали в город, разнесли всех в пух и прах. Кому эта машина подойдет, да, пока он едет, убивать дальше. Если вы новичок, скорее всего, давайте будем объективны. Если вы новичок, у вас нет 10 тысяч бон, поэтому вы ее купить никак не сможете. Но, тем не менее, если вы играете в игру довольно давно и вы накопили боны, цена 10 тысяч, я думаю, за эту машину дороговато, однозначно. И она не обладает какими-то сверх такими качествами, чтобы прям ее надо было брать. Поэтому их, в принципе, в рандоме не так уж и много. Потому что те, кто ее получил, скорее всего, ребята ее получили за глобальную карту, как она раньше и выдавалась. Оттого смотрите сами. Машина неплохая, но и ничего выдающегося в ней нет. Она попадает к десяткам, с десятками уже будут проблемы однозначно, потому что 221 на подкалибре этого мало. 270 кумулятив тоже не ахти. Плюс броня, ох, какой шот забросил. 100% играют друзья со стабилизатором. Потому что без него он бы так не забросил. Танкнул лысуху. Поэтому давайте более так детально обсудим. Если у вас есть 10 тысяч бон и вам нужен тяжелый танк, и эта машина вам просто интересна, берите, да, она вас не будет расстраивать, танк неплохой.
Но если вы чисто копите боны под эту машину, я думаю, друзья, это неправильно. Лучше возьмите какой-то из 6. Он будет тоже неплохо, к десяткам не попадает. Броня есть. Да, чуть меньше бронепробития, но там базовый снаряд бронебойный. То есть пробивать будет поуверенней. Оттого я не рекомендую собирать 10 тысяч на покупку этой машины. Я считаю, это абсолютно неправильно. Хотя танк, опять же, неплохо. Если вы собрали уже боновую коллекцию машины, у вас не хватает просто ИСа, тогда да, тогда берите смело. В остальном, с восьмерками машина будет играть уверенно, то есть это видно. Боев на них проводят не так уж, конечно, и много, особенно рекордных, но то, что я посмотрел, могу уверенно сказать, что с восьмерками как-то странно он подставится вообще. С восьмерками она будет нормально себя чувствовать, с десятками уже будет посложнее. В остальном просто неплохой советский тяж. Без каких-то аховых ТТХ. Поэтому думайте, надеюсь, я ответил на ваш вопрос, нужен ли он вам. До новых встреч и пока-пока.